Жил один бедный человек, трудился как мог, но зарабатывал очень мало. Едва доставало ему, чем прокормить себя и свою семью. Раз пошел он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти товары выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в голову мысль: почему одним людям дается богатство, а другим остается жить в бедности? И начал жаловаться на свою бедность и завидовать богатству других. Между тем полуденное солнце сильно пекло. Бедняка стал одолевать сон, и он незаметно заснул. И снится ему, что стоит он у подножия высокой горы. Подходит к нему почтенный старец с длинной бородой и говорит ему: «Иди за мной». Он послушался и пошел за ним. Долго они шли и, наконец, пришли на такое место, где лежало великое множество крестов всякого вида и различной величины. Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, медные и железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец: «Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел перед собой». Взглянул наш бедняк на золотой крест. Такой он красивый, точно красное солнышко блестит. Понравился ему этот крест, и он хотел взять его на плечи, но сколько ни трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с места сдвинуть. «Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе этого креста на гору. Бери другой, серебряный. Может быть, он будет по силам». Взял бедняк серебряный крест. Этот был, правда, легче золотого, но все-таки и с ним он ничего не мог поделать. Тоже было и с медным, и с железным, и с каменным крестами. «Нечего делать, — говорит ему старец, — бери один из деревянных крестов». Тогда взял себе бедняк самый малый из деревянных крестов и легко и быстро отнес его на ту гору. Обрадовался он, что нашел, наконец, один крест по своим силам, и спросил своего спутника: «А какая награда мне будет за это?» «Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал ему тот, — я открою тебе, что это за кресты, которые ты видел. Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, — это царский крест. Ты себе думаешь: как хорошо и легко быть царем, но не понимаешь, что царская власть – самый тяжелый крест. А серебряный крест – это крест всех тех, кто властью облечен. У всех них тоже много забот и проблем. Медный крест – это крест всех тех, кому Создатель богатство послал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счастливые, а богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе после своих трудов можно спокойно уснуть. Никто не тронет твоей убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда и днем, и ночью боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не обокрал, не поджег его дом. Кроме того, богатый за богатство свое ответ Создателю даст, как он распорядился своим богатством. А случится беда, обнищает богач. Сколько проблем тогда на него обрушится. А вот железный крест – это крест людей военных. Пораспроси тех, которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто приходилось проводить ночи на голой сырой земле, терпеть голод и холод. Каменный крест – это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не приходится работать, как тебе. Но разве не бывает, что едет купец за море, тратит весь свой капитал за товар, а товар весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой совершенным бедняком? А вот деревянный крест, который ты так легко внес на гору,
это и есть твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. Каждому испытания даются по его силам. Жаловаться на свою долю бессмысленно, поскольку каждый несет свой собственный крест. Иногда трудный путь может быть легче, чем внешне более привлекательные пути. Будь благодарен за то, что имеешь. Не сравнивай себя с другими, а сосредоточься на собственной жизни. Принимай жизненные испытания как возможности для духовного роста. При последних словах старца бедняк проснулся, поблагодарил за поучительный сон и с того времени никогда больше не жаловался на свою жизнь.